Друзья, всем привет! На связи Паша Клымок, и мы с вами на канале, где обсуждаем моноколесо, общаемся на моноколесную тему и не только. Я выражаю благодарность всем и каждому, кто после ролика, во время ролика или до просмотра ролика прожимает лайк, ставит палец вверх, давая мне понять, что видосы снимаются не зря. Также хочу отметить всех тех, кто смотрит видео, будучи подписчиком канала, потому что на мое глубочайшее удивление около 80%, Карл 80% из вас смотрит видео на канале, будучи не подписанными. Сделайте такую силу воли. Подпишитесь на канал, буду чрезмерно благодарен, потому что каждый из вас, каждый новый подписчик это развитие канала. Отписаться вы можете в любую секунду, если вам не зайдет видео, не зайдет канал, можете отписаться абсолютно без каких-либо последствий. Друзья, возможно, вам покажется, что я вещаю прямо двигаясь на колесе, но это не так. Я снял отдельно катку и отдельно бросил закадровый голос, сидя на диване. Но чтобы вы не сошли с ума, глядя на сегодняшние цифры, мой спич я разбавил небольшой вот этой вот самой каткой, чтобы это не было просто стационарная статичная картинка, чтобы хоть как-то оно разбавило все эти безумные цифры. И сегодня, как вы уже поняли, речь пойдет о том, что моноколесо выгоднее автомобиля в 116 раз. Да-да, вам не послышалось, 116 раз. Но прежде чем я перейду к сути, я хочу сделать буквально пару оговорок. Я не беру во внимание в данном ролике, я не беру во внимание скорость. Понятно, что машина может двигаться там и 50, и 60, и 70, а за городом и 120, и 150 км в час. Я не беру во внимание удобства, да, передвижение во время сильного ветра, передвижение во время сильной жары с кондиционером в машине или на моноколесе, во время дождя, во время снега и всего остального. Я не беру удобства. Я не беру во внимание количество посадочных мест. То есть, если в машине 4 человека, да, там 4 человека плюс багаж, допустим, а то и еще больше, то вы физически на моноколесе никак не влезете вчетвером с багажом. Также я не беру во внимание убитость автомобиля и убитость моноколеса. То есть понятно, что кроме затрат на электричество на моноколесе и затрат на бенз в автомобиле, есть еще расходные материалы, всякие там замена подшипников в машине, замена ходовой, ТО, там ремонт ходовой, там стабилизаторы, пружины и все остальное. То есть берем идеальные условия, оптимистические условия, и берем идеальный автомобиль и идеальное новое якобы моноколесо. Итак, поехали. Значит, я все это вещаю на основе своего колеса. Все это лично мои рассуждения, все это лично мои мысли. Вы можете с ними быть согласны, можете быть не согласны. Если вы с ними не согласны, я только за, потому что в споре рождается истина. Буду рад услышать от вас ваши мысли на этот счет в фидбэк, в комментах, в обратной связи. Итак, у меня колесо Kingsong 18L. По бумажке запас хода в нем 95 километров, но вы сами понимаете, это китаец по ровной поверхности, до 20 км в час и так далее. Я беру запас хода, пусть он будет 50 километров. То есть это, знаете, это так, наваливать. Вот нормально так наваливать 50 километров. Я более чем уверен, что его хватит на больше, да, на 60, на 65, может быть и больше, смотря с какой скоростью ехать, смотря куда ехать, в горку, с горы и так далее, и так далее. Возьмем 50 километров, так, знаете, вот прям по самым пессимистическим прогнозам.
Аккумулятор в 18L 1036 Вт-часов. Соответственно, на полный заряд колеса, на полный заряд данного аккума нам потребуется высосать из розетки 1 киловатт-час. 1.036 киловатт-час. Если ваше колесо больше ватт-часов, да, там 1300, допустим, то у вас высосать из розетки нужно электричество 1.3. То есть все просто высчитывается. Так, 1 киловатт-час нам потребуется на заряд данного колеса. Цена электричества в Украине, в Киеве на сегодняшний день от 1.44 гривны до 1.68. Там зависит от того, сколько вы выжрали за месяц, 250 киловатт-час, меньше, больше, то есть там гибкая система. Возьмем среднее, усредненное, возьмем 1,5 гривны за киловатт-час, среднее. 1,5 гривны это примерно 4 цента на сегодняшний день по курсу доллара, 4 цента. Итого, нам на заряд одного колеса в 50 километров, которое проедет, потребуется 1 киловатт-час, и, соответственно, мы потратим на это 1,5 гривны. Возьмем круглую цифру 100 километров. На 100 километров нам потребуется в 2 раза больше, то есть 3 гривны или 8 центов. Отметили, запомнили, зафиксировали. 100 километров на моноколесе КС-18L при пессимистических прогнозах 3 гривны за 100 км. Переходим к автомобилю. Опять же, автомобили, разные условия, разный там расход. Ну, возьмем, опять же, усредненное какое-то значение для легковушки, там 7 литров. Есть и по 4 литра, есть и по 10 литров расход. Возьмем 7 литров, я думаю, что он будет, конечно же, намного больше, если в условиях города. Ну, возьмем 7 литров на 100 километров. Бензин на сегодняшний день в Украине, в Киеве стоит 50 гривен. Выражаю огромную благодарность спасителям, освободителям, которые освободили всех автомобилистов Украины от дешевого бензина. Бензин 50 гривен, в 2 раза больше, чем был когда-то. То есть бенз 1 литр 50 гривен, это примерно 1 доллар 35 центов. То есть на 100 километров для автомобиля нам нужно около 7 литров, это 50 гривен, умножить на 7 литров, получается 350 гривен. То есть на 100 километров для заправки 7 литров нам потребуется 350 гривен, это около 9,5 доллара. Скажу о том, что если взять более оптимистические прогнозы, да, к примеру, что колесо проедет КС-18L не 50 километров, а на этом запасе, на этом аккуме оно проедет, ну, допустим, 60 километров или 65, а может быть и 70, если не наваливать, да, там, а 20 км по ровной поверхности ехать. А автомобиль, опять же, в рамках города, он, допустим, в пробках, в тянучках будет сжирать у вас не 7 литров, а 10 литров. Соответственно, вы эти 7 литров потратите уже там не на 100 км, а намного меньше. И эти 350 гривен у вас уйдут тоже намного меньше. Математика. 350 гривен на 100 км на автомобиле и 3 гривны на 100 км на моноколесе. Разница 116 в 116 раз. Если моноколесник, допустим, использует в рамках города свое колесо активно, ежедневно, в течение месяца, то в течение месяца он выкатает, ну, к примеру, да, проезжая там, не знаю, там туда-обратно, ну, пусть там 80 километров, то за месяц он выкатает около 2500 километров. 2500 километров на моноколесе и 2500 километров на автомобиле
Если хотите, можете посчитать разницу, она очень существенна. В 116 раз разница экономии вашего, так скажем, бюджета. Друзья, вот такой вот коротенький видос получился. Повторюсь, рад каждому вашему лайку, каждому новому подписчику, каждому новому комменту, если вы с чем-то согласны или с чем-то не согласны. Дайте об этом знать. До встречи в новых видосах. Всем пока.